Здравствуйте, дорогие друзья! Я решила попробовать формат видео, поэтому вполне возможно, что мы с вами будем встречаться лицом к лицу регулярно. Это видео я посвящаю своим студентам, которые информируют меня обо всякой вокальной дичи. Я веду сольную сценическую деятельность более 25 лет, чуть меньше вокально-педагогическую с разной степенью интенсивности. За это время мне задавали массу интересных и странных вопросов. Я слышала множество абсурдных и иногда чудовищных мнений о вокале и вокальной педагогике. Но в топе абсурдности у меня значится то, что вынесено в заглавие данного видео. Певческое дыхание маткой. И все же давайте попробуем разобраться. Вдруг в этом на самом деле что-то есть? Сразу хочется посочувствовать мужчинам, ведь в соответствии с представлениями этой школы, которая учит дышать маткой, мужчины петь не способны, потому что у них просто нет этого органа. Мужчины, имеет ли смысл дальше смотреть это видео вам? Подумайте. Давайте попробуем определить, есть ли какая-то взаимосвязь между маткой и воздухом, ведь дыхание – это воздух. Кстати, сегодня я записываю видео с помощницей, вы ее слышите? Матка в действительности полый орган, и на самом деле в нее может проникать воздух, но регулярное соприкосновение этих органов с воздушной средой приводит к различным нарушениям, в том числе и внутренней естественной флоры. Воздух действительно иногда проникает в эти органы, но организм так настроен, что очень быстро этот воздух из себя удаляет. И многим девушкам знакомо это явление. Если устранение воздуха из этих органов происходит иногда, то в этом нет ничего страшного. Но если это приобретает постоянный характер, и вы чувствуете, что воздух регулярно заходит в эти органы, следует быть внимательной. Возможно, это симптом серьезных нарушений, в том числе, например, синдрома вагинальной релаксации и в целом общего низкого тонуса тазовых органов и в том числе мышечного каркаса в этой части тела. Изучая этот вопрос, я столкнулась и с противоположным мнением врачей. Некоторые утверждают, что матка на самом деле остается герметичной и воздух в нее не проникает, а проникает воздух только в вагину и оттуда же устраняется. Тем не менее, мы с вами примем как факт то, что матка может будто бы дышать. Если дыхание матки принимать как правду, нам следует пойти чуть дальше в наших изысканиях. Певческое дыхание осуществляется, конечно, теми же самыми органами и структурами, которыми осуществляется дыхание обычное, штатное. Функция певческого дыхания заключается в том, что оно помогает рождению колебаний голосовых связок, следовательно звука, и оно как бы выносит этот звук наружу. Давайте попробуем провести небольшой эксперимент. Произнесите какое-либо слово на вдохе, например, кошка. Кошка. Получается неудобно, правда? А теперь то же самое сделайте на выдохе. Кошка. Процесс звукоизвлечения идет гораздо проще. Именно так настроен наш организм. Работать на выдохе, рождать звук на выдохе, как речевой, так и певческий. Но одного дыхания в процессе звукообразования, конечно, мало. Необходимо иметь то, что смыкается, размыкается и рождает звуковые волны, то есть голосовые связки. Давайте посмотрим на женские органы. Есть ли там то, что можно смыкать, размыкать и колебать током воздуха? Лично я не вижу. Может быть, видите вы? Напишите в комментариях. Давайте все-таки пойдем еще дальше и попробуем выяснить, может быть, матка имеет какое-то опосредованное участие в акте дыхания. Может быть, она каким-либо образом соприкасается с дыхательными органами и системами. Еще раз взглянем
на анатомическую схему. Похоже, матка находится слишком далеко, и в акте певческого дыхания, как и дыхания обычного, не принимает никакого участия. Здесь я подумала, быть может, авторы системы певческого дыхания маткой несколько ошиблись в терминологии и на самом деле подразумевали не дыхание, а опору дыхания. Опора дыхания – это субъективное ощущение чаще всего мышечного характера. И именно с нахождением мышц вдоха-выдоха, мышц-антагонистов в определенном тонусе это ощущение и связано. Опора дыхания воспринимается вокалистами чаще всего как некий воздушный столб или колонна внутри тела. И этот столб или колонна помогает формировать звук и делает процесс звукоизвлечения удобным и свободным. И, быть может, подразумевалось даже не певческое дыхание маткой, а дыхательная опора на тазовую диафрагму. Кстати, опора на тазовую диафрагму – это очень популярная, я бы даже сказала, хайповая тема, и, видимо, мы с ней будем разбираться в одном из следующих моих выпусков. Но сначала разберемся все-таки до конца с певческим дыханием маткой. Итак, мы установили, что опора дыхания – это специфическое мышечное ощущение. Чтобы это ощущение возникало, нужно так или иначе эти мышцы чувствовать. Теперь давайте проведем еще один небольшой эксперимент. Закройте глаза, сядьте удобно и прислушайтесь к своим внутренним органам. Если ни один из них не болит, чувствуете ли вы желудок? Чувствуете ли вы почки, матку, может быть, печень? Я уверена, что большинство из вас ответит на этот вопрос отрицательно. И на самом деле, если внутренний орган не вызывает каких-либо болевых ощущений, вы его чувствовать, скорее всего, не можете. И это, конечно, относится и к матке. Если мы не можем ее чувствовать, когда она здорова, то каким образом мы можем использовать ее в качестве опоры дыхания? Получается то же, что никаким? Что ж, полагаю, миф о певческом дыхании маткой мы можем считать развенчанным. Но я хочу вас предостеречь. Пение – это сложнейший психоэмоциональный процесс, но это также не менее сложный физиологический телесный акт. И если вы доверяетесь в руки неопытного педагога, незнакомого с вокальной терминологией и устройством человеческого организма, и, следовательно, вокальной системы во всем ее комплексе, вы рискуете получить не только профнепригодность, но в том числе вы рискуете повредить свое здоровье. Кстати, об этом я тоже расскажу в одном из своих следующих выпусков. Какие же заболевания могут вам грозить, если вы профессионально занимаетесь вокалом? Ставьте лайки, пишите комментарии. Это простой способ помочь развитию канала и выходу новых серий. До новых встреч!